Я поняла, что я уже орусела, когда я поставила елку у себя в квартире после католического Рождества. Я люблю место, где я была счастлива. Я очень люблю Беляева, потому что я там училась в РУДН и в институт Пушкин. Яблоневый сад там есть. Я люблю это место. Это очень маленький, очень там озеро. Просто для меня самое красивое место в Москве. Зеленоград тоже люблю, потому что тоже у меня там много друзей. Воробьевы горы, потому что там часто с собакой погуляю. И Фили, парк Фили, потому что там со сестрой и мамой мы однажды строили пикник, который для меня был незабываемый. Мы на берегу реки, и я им впервые показала, что такое сырники и сырок, и сметана. Они только что приехали, они пока ничего не попробовали. И я сделала пикник со всей этой штукой, которую я люблю в России, которую они вообще не знают, что такое. Так что было пикник-дегустация. Для вас очень обычный, но для нас это просто шедевры. Им очень интересно, на самом деле, Москва и Россия вообще. С папой я даже на Волгу мы сделали круизы, он полюбил. А с мамой тоже уже в Петербург, в Нижний Новгород. Она любит Нижний Новгород. Всегда, когда она в России, она хочет в Нижний Новгород. Потому что для нас, бразильцев, железной дороги у нас нет. Так что для нас ехать на поезд – это очень интересно. Когда они прилетают, мы на поезд до Петербурга, ночной поезд. Они любят, потому что можно полежать, можно спать. И потом в Нижний Новгород на ласточках, потому что это быстро. Я в Бразилии учила русский язык в языковой школе. Она была советская. Она была создана в 1950 году. И после распада Советского Союза уже не было финансирования для этого школы. Но там преподаватели, они любили вообще русский язык, и поэтому они продолжали свою работу. И продвигались школы как могли. Но на самом деле наши учебники, они были советские. Так что были фотографии Ленина, фотографии Москва, когда, не знаю, в 60-е. Hello, dear colleagues. I was allowed to give my presentation in English. I hope that's not going to be a problem. Я решила исследовать Карибский кризис. И я хотела понимать, как американские приняли этот кризис, как кубинские приняли этот кризис и как советские приняли этот кризис. Но у меня источника для советского стороны не было. У меня получилось какое-то исследование, которое не полное было. И я поняла, что если я не буду научить русский язык и вообще ехать в Россию, я никогда не буду понимать советский взгляд на это явление. И поэтому я приехала сюда, кстати. Первый раз было тяжело, на самом деле. Я приехала в Шереметьево, мне пришлось сама взять такси. А я вообще по-русски не говорила. Чуть-чуть, но недостаточно хорошо, чтобы справиться с задачами. И я спросила водителя, да, таксист, я вижу, что это таксист, я спрошу: товарищ водитель, сколько стоит ехать до центра Москвы? А он мне смотрел на меня и ничего не понял. Это было 3 часа ночи уже. Потом я перефразировала: господин водитель, сколько стоит ехать до Москвы? И тогда он меня вел, на самом деле. Я думала, что ему было приятно, что я господин сказала. И да, и все сложилось. Бразильцы видят Россию как крепость. Они следят, конечно, как Россия себя ведет в ООН, в международных делах, конечно. И видят Россию как единственная страна, которая может противостоять США, которая может противостоять НАТО. Это штука, которую мы хотели сами сделать, но пока не можем. И мне кажется, что у них есть образ русских, как очень сильный. Люди,
как сильная народа. У меня есть подруга, она не бразильянка, она американка. И она мне сказала, что ей страшнее приехать в Россию, чем в Афганистан. И когда я ей сказала, что я готова идти в Россию, она сказала, нам лучше вместе в Ираке. А потом, я вспомню, когда я здесь уже была и видела, что вообще все, можно ходить по улице нормально, потому что я тоже сомневалась. Все мне так сказали, я тоже боялась, конечно. И я вспомнила эти слова, что это то же самое, как идти в Ираке. Это было просто смешно. Я ей постоянно фотографии отправлю, как я хожу по улице по ночам, жива. Но она до сих пор никогда не приехала и не планирует. Моя собака, она родилась в штате Сан-Паулу. Он на самолет приехал, он пересадка сделал в Амстердаме сам один, так что очень самостоятельный. Приехал сюда. Ему было трудно вначале, конечно, потому что в квартире надо сидеть. Вначале было чуть-чуть сложновато, но потом он привык лучше даже, чем я. Потому что у него шерсть, да, он как будто ходит постоянно в шубу. Так что ему зима вообще не страшна. А для меня зима до сих пор я не могу привыкать. А он уже привык. Он, наверное, здесь лучше. У нас в Бразилии снег вообще не бывает. Так что да, когда я приехала сюда, я не знала, что нужно было ботинки непромыкаемые, да, говорят. Я не знала, что перчатки нужно. Я не знала, что надо, например, шапку одевать постоянно. Я не знала, что надо постоянно закрывать куртку. Я всегда хотела с открытыми куртками ходить, и однажды какая-то бабушка мне просто, понимаете, и для меня было даже страшно. Типа, почему сейчас я понимаю, что она была права. У меня была подруга, которая мне помогла, потому что я сама не справилась. Я люблю заниматься в библиотеке, потому что там я могу разделить с другими мои любви к учению. И там это единственное место, на котором мне не нужно это в одиночестве сделать. Когда мне было 16, я посмотрела «Москва здесь за мне верит». И там были моменты, на которые они в библиотеке именно Ленина занимались. А я хотела это когда-то сделать и сделала. И тоже мне было очень любопытно, что они там именно искали мужчины в библиотеке. А я думаю, кто ищет этот вообще в другой мир, который совсем не похож в Бразилии, где женщина ищет мужчины в библиотеку. Я фанат якутского кино. Недавно посмотрела «Пугало» и «Царь птицы». Был фестиваль с другом, который из Якутии, и он мне тоже потом объяснил, что все легенды, которые вокруг этого происходят. Так что да, сейчас я фанат. Я не знала, в Бразилии, конечно, пока нет якутского кино. Надеюсь, что мы можем там показать когда-то. В Бразилии вам должны быть постоянно в полной энергии. Ваша энергия должна быть очень высокая, улыбаться постоянно, быть счастливым постоянно, потому что это постоянно лето. А в России у вас есть цикл, у вас есть зима, когда можно грустить даже, когда можно оставаться дома, можно потише поговорить. Да, в Бразилии мы все очень громко говорят. Я думаю, что русских в поверхности они закрыты. Но когда вы их узнаете, они открываются себя на многом глубже уровень, чем мы в Бразилии это сделаем. В Бразилии для нас дружба – это чтобы повеселиться, это чтобы интересно и весело. Когда вы заболеете, бразильские друзья, они исчезают, например. Когда что-то плохо происходит, они не будут рядом. В России наоборот. Иногда, может быть, они не будет так весело постоянно, но они будут тебя поддержать, когда нужно. И тоже интересно, что в Бразилии невозможно помолчать вместе. Вы не можете просто сидеть и помолчать и быть самим собой. Да, это есть
А тишина – это значит, что что-то не так, и все начинают типа, ой, боже, боже. А здесь в России вы можете просто сидеть с друзьями, быть самим собой, иногда помолчать, иногда погрустить даже. Это не страшно. Они тебя принимают как есть, как вы есть на данный момент. Привет. Давай разомнемся сейчас, побегаем, разогреемся. Гимнастика – это очень прекрасно, потому что тебя научит, как ошибаться, как упасть прямо в голову на матрасу, и потом продолжать, и потом вставать и снова сделать. Я занимаюсь гимнастикой уже с детства. И, наверное, это один из причин, по которому я здесь, потому что, когда я была маленькая, я видела Светлана Хоркина, которая была чемпионкой мира, Алексей Немов, который был тоже чемпион. Они для меня были кумирами. И у меня была мечта, я начала заниматься спортивной гимнастикой в наш клуб «Палмейрас». Главный был русский тренер. И когда мне было 12 лет, я успела к ней попасть. Когда она была очень расстроена, она на русском какие-то слова просто кричала. И мне было интересно. Тогда я думала, наверное, я хочу когда-то научить русский язык, чтобы понимать полностью, о чем Валерий говорит. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит Анна Ливис-Дэвис? Я стала журналистом. Сейчас пандемия. Когда вы будете брать интервью с человеком, который сейчас в Бразилии, вы должны понимать, что вы говорите с человеком, который находится в тяжелом состоянии. И если вы не можете чувствовать этот момент, сочувствовать, что происходит с ним, вы никогда не берете хорошее интервью. Я думаю, что это самое важное в журналистике. И, конечно, энергия, потому что работать круглосуточно, так что надо много кофе, чтобы быть журналистами. У нас в доме у родителей, у них очень богатая библиотека. Один прав у нас было дома, что мы можем читать до того, как спать, несмотря, можно даже 3 часа ночи, неважно. Если вы лежите и читаете, вы можете спокойно быть, и никто вас не будет мешать. Так что мы много читали с детства. Когда я была маленькая еще, 10 лет, мой папа начал для меня прочитать «Война и мир». Каждый день потихоньку. И после этого, конечно, я не остановилась, потому что я поняла, что российская литература самая богатая. У меня была такая страшная, ужасная, маленькая книга «Война и мир», которая все сломалась по частям, пока я ее прочитала. У меня до сих пор она есть, хотя она уже невозможно прочитать. Гогол, я думала, что будет, конечно, страшно, потому что книга, которая у нас дома была, называется «Мертвые души». Так что я думала, что будет очень глубокая, трудная книга. Но нет, я читала, и было, наверное, один из самых развлекательных книг я читала в жизни. Это было для меня вообще неожиданно. Так что потом я читала все, что было на португальском языке. Русские мужчины, я вижу, более самостоятельные мужчины здесь. Они более готовы к ответственности. Они не боятся, например, семья и дети. А бразильцы просто убегали бы сразу, если будет речь о ребенке и семье. А здесь я вижу, что нет, что это обычное явление, что люди даже не очень старые уже, типа, да, уже дети есть, не знаю, 23-24, это для меня вуф. Русские более романтические. Цветы дарят, типа, понимаешь, они любят строить таких атмосфер, чтобы женщина чувствовала себя хорошо. Но они более закрыты, конечно. И муж, конечно, русский бы хотела, но надо тест сделать, надо его в Бразилию привезти. А если он там выживаете, тогда можно. Я поняла, что я уже орусела, когда я поставила елку у себя в квартире после католического Рождества.
Это был для меня решающий момент. И когда я перестала пить кофе и начала пить черный чай. Конечно, холодец. Холодец для меня была травма. Я думала, лучше уйти в Бразилию обратно после того, как попробовала. Но сегодня мне даже нравится. Спустя несколько лет я привыкла. На самом деле сегодня тоже день рождения. Мне 33. А, Оля! Оля, это ты, дорогая! Hey, baby, how are you? А потом будет рыбное бразильское блюдо, которое называется мокека. А что вот так? У вас самый лучший общественный транспорт в истории, так что я очень рада, что мне не нужно водить машину. И в Сан-Паулу это было необходимо, и я очень рада, что это уже не надо, что можно туда-сюда без проблем, что всем доступны центры города. Я люблю, что у вас бесплатная медицина. Я жила в США, и там этого не было, и это страшно. Я вспомню первый раз, когда я заболела в России, я позвонила в скорую помощь, они приехали прямо в дом, ко мне. И это был первый раз, когда со мной это было, типа, врач прямо к тебе. Хотя у меня было просто очень обычные симптомы, так, не знаю, простуда и температура, и все это усилия. Так что я люблю, как вы ухаживаете друг за друга, как вы ухаживаете за своих. Это что я люблю больше всего, и поэтому... Наверное, поэтому я здесь. И безопасности тоже. У нас в Бразилии невозможно, к сожалению, просто ходить по улице после 9 часов вечером, особенно женщина. И здесь, в России, я могу спокойно гулять, никто меня не мешает. Это тоже для меня это подарок. Конечно, баня. Да, я сейчас это сделаю очень часто. Факты, что надо в тапочках внутри квартирах, это у нас в Бразилии не бывает. И я думала вообще, что это какие-то восточные обычаи. Я не думала, что это в России сделают. Мне очень нравится. Зимний спортов, конечно, сейчас люблю. Я не знала, как кататься, как это сказать, на лыжах, да, кататься. Я не знала, как кататься на лыжах. Это впервые сделали здесь, и очень люблю. Хотя это трудно, конечно. Я уже много путешествовала по России. В Петербург, конечно, уже на Кавказ. Пока в Сочи не было, пока в Крым, тоже в Крым очень хочу посетить. Еще я хотела побывать Камчаткой. Мне очень интересно. Тува. В Тува. Я хочу увидеть тоже других народов, которые живут в России. Если я буду уезжать, я возьму в свой чемодан Я взяла с собой ваше представление о дружбе. А что такое дружба? Я взяла с собой, как легко вы относитесь к детьми. Как они могут быть везде, и это не страшно. Как они могут идти в ресторане, ничего страшного. Как они могут кричать на улице, ничего страшного. Я взяла бы с собой как вы уважаете друг друга. Русские своих не бросают. Я бы это, наверное, взяла с собой в Бразилию. Россия, я тебя люблю.